Привет, ARMY. Возможно ли, что всего через 9 минут после окончания прямой трансляции две крупнейшие звезды К-поп вновь потрясли эмоции миллионов поклонников по всему миру совершенно неожиданным образом, почти академичным по своим символам, но жестоким по эмоциональному воздействию? Или это был именно тот момент, который долгое время оставался скрытым, непонятым и только сейчас начал в полной мере осознаваться ARMY по всему миру? 9 минут. Цифра, которая кажется маленькой. Почти незначительной. В быстром, неумолимом ритме южнокорейской индустрии развлечений 9 минут обычно исчезают, не оставляя следа. Контент меняется быстро. Внимание быстро переключается. Новостные циклы меняются за секунды. Но для ARMY эти 9 минут стали чем-то совершенно иным. Они превратились в тихое пространство, наполненное вибрациями. Застывший момент, где столкнулись предположения, эмоции и коллективная память. Момент, который казался тяжелее, чем должен был быть, дольше, чем был на самом деле. Чингук и Тэхён – две фигуры, которые годами находились в центре повествования о дружбе, эмоциональной близости и теориях, которые никогда по-настоящему не исчезали, в очередной раз вызвали глубокий эмоциональный шок, ничего не сказав напрямую. Сразу после окончания трансляции не последовало официального объявления. Никакого письменного заявления. Никаких последующих объяснений. Никаких уточнений. И именно в этом отсутствии кроется взрывная сила. Потому что, когда слов не хватает, остаются лишь следы. Маленькие следы. Обрывки жестов. Изменения выражения лица. Паузы, которые кажутся слишком преднамеренными, чтобы быть случайными. И один момент, который может показаться обычным для случайного зрителя, но кажется слишком важным, чтобы его игнорировать тем, кто следил за каждым этапом пути BTS. Сама трансляция прошла нормально. Чингук появился со своей привычной энергией, спокойный вокал, расслабленный смех и теплое общение с фанатами. Все казалось комфортным, знакомым, безопасным. Тэхён же, напротив, излучал более спокойную и задумчивую ауру. Его комментарии звучали легко, иногда игриво, но часто содержали тонкие смысловые пласты. Видимого конфликта не было. Никакого явного напряжения. На самом деле, если бы вы смотрели прямую трансляцию без исторического контекста, вы могли бы закрыть экран, чувствуя удовлетворение, и просто продолжить свой день. Но для ARMY, особенно для тех, кто чувствителен к микродинамике, изменениям тона, затяжным паузам, сдержанным взглядом, что-то оставалось незавершенным. Что-то неразрешенным. Что-то, что витало в воздухе после окончания трансляции. А затем, 9 минут спустя, все изменилось. Не через другую трансляцию. Не через пресс-конференцию. Не через драматическое объявление. Эмоциональный шок пришел тихо. Через тонкие, почти семиотические сигналы. Короткое видео. Небольшое визуальное изменение, запечатленное камерами фанатов. Неоднозначные предложения, повторяющиеся в разных переводах. Ничего громкого. Ничего очевидного. И все же достаточно мощно, чтобы полностью изменить эмоциональную атмосферу. Именно в этот момент многие ARMY начали осознавать нечто важное. То, чему они только что стали свидетелями, было не концом момента, а началом более глубокого эмоционального пласта. Начали возникать вопросы. Что именно выразили Чингук и Тэхён через 9 минут после окончания трансляции? Почему так много фанатов вдруг почувствовали сильный эмоциональный всплеск? Некоторые признались, что плакали, не до конца понимая почему. И, пожалуй, самый тревожный вопрос: подтвердил ли этот момент то, что ранее существовало лишь в виде тихого шепота в фандоме? В культурологии подобные моменты часто описываются как пограничные. Переходные пространства, где смысл не до конца определен. Где ничего не подтверждено, но и ничего не кажется случайным. И именно в этой неопределенности формируются коллективные эмоции. Чингук и Тэхён создавали такие моменты много раз на протяжении своей карьеры, сознательно или бессознательно.
Но эти 9 минут ощущались иначе. Тише. Личнее. И парадоксально, мощнее, потому что ничего не было объяснено напрямую. Многие ARMOI начали пересматривать трансляцию секунда за секундой. Не просто так. Не ради развлечения. А с точностью человека, изучающего важный текст. Молчание Чингука в конце трансляции бросалось в глаза. То, как незаметно менялась его энергия. Тэхён повернул голову с выражением лица, которое трудно было описать, не улыбка, не нейтральное, а что-то промежуточное. В исследованиях невербальной коммуникации подобные моменты часто сигнализируют о сдерживаемых эмоциях. Чувствах, которые еще не готовы быть вербализованными. Или, возможно, чувствах, которые слишком сложны или слишком рискованы, чтобы произнести их вслух. Затем, когда сигналы появились 9 минут спустя, казалось, что последний кусочек пазла встал на свое место. Но вместо того, чтобы внести ясность, это породило еще больше вопросов. Было ли это подтверждением? Или это было просто эмоциональное истощение после насыщенной трансляции? Почему именно 9 минут, не сразу, не спустя часы? И почему у фанатов на разных платформах возникла одна общая реакция – ощущение, будто их поразило что-то невидимое? История отношений между Чингуком и Тэхёном неразрывно связана с долгим эмоциональным повествованием. Стажировки. Трудности дебюта. Конфликты, которые они открыто признавали в прошлом. И примирения, которые сформировали их эмоциональную зрелость. Все эти моменты живут в коллективной памяти ARMOI. Поэтому, когда происходит что-то незначительное, это никогда не воспринимается как нечто изолированное. Это читается как продолжение истории, которая никогда по-настоящему не заканчивалась. Что делает этот 9-минутный эмоциональный шок еще сильнее, так это осознание того, что Чингук и Тэхён сейчас находятся на совершенно разных этапах своей жизни. Они больше не подростки, учащиеся справляться с эмоциями под постоянным наблюдением камер. Они – зрелые личности, несущие глобальные ожидания, обладающие более глубоким самосознанием и более четкими границами того, что они могут и не могут выражать публично. В этом контексте каждый маленький жест приобретает большую значимость. На разных платформах ARMOI делились своими интерпретациями. Некоторые рассматривали этот момент как наконец-то выплеснувшееся эмоциональное истощение. Другие видели в нем проявление слишком глубокой близости, которую невозможно упростить. Некоторые призывали к осторожности, напоминая, что это всего лишь предположения, порожденные чувством привязанности. Однако даже самые рациональные голоса признавали одно, на этот раз что-то было иначе. Обычно подобные моменты вызывают дискуссии, которые постепенно затихают. Но на этот раз произошло обратное. Чем больше людей возвращались к этому моменту, тем сильнее становилась эмоциональная реакция. Это был не мимолетный ажиотаж. Это был эмоциональный резонанс. С точки зрения массовой психологии, это можно объяснить эмоциональным заражением. Эмоции быстро распространяются в большой группе. Но одной теории недостаточно, чтобы объяснить, почему этот момент был таким пронзительным. За ним стоит десятилетняя эмоциональная привязанность. Чингук и Тэхён – не просто айдолы. Они – фигуры, которые росли вместе со своими поклонниками, через трудности, неудачи, сомнения и достижения. Этот эмоциональный шок не был громким. Но он был глубоким. В его молчании были вопросы. В его паузах были возможности. И в этой неопределенности ARMOI нашли место не только для анализа, но и для чувств. История показывает, что официальные разъяснения маловероятны. BTS, и особенно Чингук и Тэхён, часто позволяют эмоциональным моментам существовать без объяснений. Они понимают, что некоторые эмоции теряют свой смысл, когда их пытаются выразить словами. И поэтому эти 9 минут стали временной вехой. Небольшой, но значимый момент в истории BTS, на который, вероятно, будут ссылаться снова. Помните 9 минут после того прямого эфира?
Эта фраза может продолжать появляться в обсуждениях фандома как символ чего-то, что ощущается коллективно, даже без общего согласия относительно его значения. Возможно, именно в этом и заключается истинная сила этого момента. Не в том, что было сказано, а в том, что осталось невысказанным. В мире, переполненном мгновенными объяснениями и официальными заявлениями, эта 9-минутная пауза казалась почти революционной. Чингук и Тэхён в очередной раз доказали, что их сила заключается не только в музыке или грандиозных сценах, но и в их способности вызывать коллективные эмоции, даже через молчание. И ARMY, как всегда, этого не забудут. Потому что иногда самый громкий отголосок исходит от того, о чем никогда не говорят вслух.